Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Verdict. И сегодня мы первый раз на канале поговорим о мембранной клавиатуре. И казалось бы, они меня никогда особо не интересовали, но это не совсем так. Дело в том, что в отличие от многих адекватных людей, которые в поездке для работы с собой берут ноутбук, я беру с собой мини-PC-шник, мой небольшой проектор, а также комплект клавиатуры и мыши. Да, я знаю, что это не совсем нормально, но такой набор лично для меня является более приемлемым, особенно в случае просмотра фильмов, например. Однако суть не в этом. Для меня краеугольным камнем всегда был именно выбор клавиатуры для таких поездок. Первый по компактности вариант, который у меня есть, совершенно непригоден для набора текста, а второй вариант практически сопоставим, да что там сопоставим, по сути является полноразмерной клавиатурой, которая, естественно, занимает очень много места. И именно поэтому я обратил внимание на этот вариант. Это модель RBT500 от Harper, и давайте рассмотрим ее подробнее. Конечно же, первоочередное ее преимущество лично для меня — это ее размеры. Толщина основной части клавиатуры всего 4,6 мм, а в верхней части расположен небольшой выпуклый блок, где находится отсек для двух батареек и модуля приема. Он уже примерно 1,7 см толщиной, но он совсем небольшой, и он же является подставкой, чтобы клавиатура стояла немного под углом. И, кстати говоря, снизу у клавиатуры имеется 5 прорезиненных ножек. Габариты самой лицевой панели меньше, чем у той же механики, и составляют всего лишь 35 на 13 см. Для меня этого вполне достаточно, и я думаю, будет достаточно для людей, привыкших к клавиатурам подобного форм-фактора. Однако людям с большими руками она может показаться слегка маловатой. Второе ее преимущество лично для меня — это то, что она беспроводная и работает на расстоянии до 10 метров. Это очень удобно при просмотре, например, фильмов, и ее можно попросту отложить в сторону от мини-PC-шника, где в случае с обычной клавиатурой приходилось бы думать, куда деть сам провод. И теперь по материалам. У клавиатуры металлический каркас, поэтому она не такая уж прямо и легкая, как кажется на первый взгляд. Весит она 350 грамм. Собрана она очень качественно, ничего не люфтит, не скрипит, и за счет металла на изгиб она прочная и крепкая, что естественно будет плюсом, если вы используете ее не как настольный вариант, а берете, например, с собой в поездке. Впечатление от набора текста и печатания тоже очень хорошее, клик четкий и отзывчивый. В общем, как к мембранной клавиатуре у меня нет к ней никаких претензий, все в полном порядке. Ну и давайте пробежимся по ее функциям. Как видите, помимо 81 клавиши на клавиатуре уместили также и тачпад с двумя дополнительными кнопками, имитирующими соответственно правый и левый клик мыши. Сам я пользоваться тачпадом за свою жизнь так и не привык, и всегда предпочитаю ему мышку, каким бы хорошим он ни был. Однако он есть, и более того, в Windows 10 он поддерживает различные жесты, что для людей, которые им пользуются, наверняка будет приятным бонусом. Также у клавиатуры большое количество клавиш с двойным действием, которые активируются параллельно зажатой клавишей Function. Тут есть и мультимедиа, кнопки для управления музыкой, и многое-многое другое, ну вы видите сами. Даже нампад, вместо которого у клавиатуры тачпад, вынесен на буквенную часть клавиатуры. Также у клавиатуры есть режим, когда при нажатии кнопок сразу выбираются вторые значения, обозначенные синим цветом на кейкапах, притом без зажатия клавиши Function. У меня клавиатура пришла именно в этом режиме, и я сперва не мог понять, как отключить его. И только прочитав инструкцию, я понял, что делается это сочетанием клавиш Numlock, Function и F11. Клавиатура поддерживается не только на Windows, но и также операционными системами Mac, также через OTG кабель работает с телефонами и вообще устройствами на базе Android, и что разработчики особенно выделяют, со смарт-телевизорами. Да, наверное, это неплохо, но лично для меня Smart TV это то еще зло, и мне гораздо удобнее воспользоваться, например, той же TV-приставкой, но сейчас речь не об этом. В общем, получилась годная клавиатура, достаточно универсальная, притом как для поездок, так и для использования в качестве настольного варианта для тех, кто привык к минимализму. Выглядит она вполне неплохо, лично для меня немножечко обычно и минималистично, но внешний вид тут уже вопрос вкуса. Стоит она от 1500 до 2500 рублей в зависимости от магазина, и на мой взгляд цена вполне оправдана ее материалами и количеством функций. Много это или нет, решать, естественно, вам, а я на этом прощаюсь. Спасибо за внимание, надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, возможно, полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оценивайте видео и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока!